Здравствуйте. Сегодня мы с вами начнем некий новый раздел нашего курса, который будет связан с такими возрастно-психологическими закономерностями развития человека. И мы с вами будем рассматривать то, как можно учитывать эти возрастно-психологические особенности в построении, так сказать, да, диалога с другим человеком, как можно и важно и нужно учитывать особенности возрастного развития человека в процессе общения с ним. И, безусловно, нам для этого придется ознакомиться с тем, как эти возрастные особенности понимались в, так сказать, процессе развития такой отрасли психологии, как возрастная психология и психология развития. И вот мы с вами начинаем с этим сейчас знакомиться. На предыдущих занятиях мы с вами отчасти уже затрагивали проблемы развития в связи с тем, что обсуждали отечественную психологическую школу, школу Льва Семеновича Выгодского, который, в общем-то, реализовывал вот этот принцип, да, что правильная теория должна быть теорией развития. И мы с вами говорили, да, о периодизации развития человека с точки зрения представлений Льва Семеновича Выгодского и его сподвижников и учеников. Но мне кажется важным дополнить эти наши знания тем, какие другие, так сказать, представления и концепции были разработаны в возрастной психологии на протяжении ее развития, достаточно длительного. Можно сказать, что возрастной психологии где-то примерно 140 лет, как она развивается как самостоятельная дисциплина. И вот мне кажется важным нам с вами разобрать некоторые основные подходы, которые там появились. Ну, наверное, можно начать с того, что действительно вот одной из первых таких теоретических концепций развития человека была теория такого американского психолога Стэнли Холла. Стэнли Холл был важной фигурой в истории американской психологии, потому что он не только предложил первую, так сказать, теорию, теоретическую концепцию развития, которая была, так сказать, вообще выдвинута в психологической науке, но и, в общем-то, был очень таким значимым организатором американской психологии, да, то есть он стоял у истоков целого ряда ведущих американских психологических журналов, он стоял у истоков создания Американской психологической ассоциации, очень влиятельной такой организации, и так далее. И, в общем-то, вот, кроме того, его, так сказать, детищем была такая наука, которая получила название педология, то есть наука о ребенке, да, вот как бы педология — это наука о ребенке, наука о развитии ребенка. И, безусловно, мы с вами понимаем, да, что когда мы общаемся с детьми, да, то нам надо как-то представлять себе, а каковы особенности развития ребенка, да, на каком уровне, так сказать, вот развития, уровне возможностей, да, какого-то понимания, усвоения, да, он находится, если мы, скажем, с ребенком общаемся в каких-то воспитательных ситуациях, да, когда родители общаются с ребенком, когда какие-то специалисты, скажем, в рамках воскресной школы, да, если мы берем церковную практику, общаются с детьми разных возрастов. Вот это все очень важные такие моменты. Давайте попробуем, так сказать, собрать какой-то такой вот урожай наблюдений вот того, как общаться с детьми разных возрастов, изучая те концепции, которые были созданы. Итак, значит, вот первая такая вот теория детского развития, которая была предложена, она принадлежала Стэнли Холлу. Он, в общем-то,
опирался, да, на вот основные такие идеи, да, эволюционные идеи, материалистические идеи. И, в общем-то, одна из его таких вот ключевых идей, она состояла в том, что ребенок развивается, ну, как бы реализуя, да, какие-то закономерности универсальные, да, закономерности, которые описаны уже в, скажем, других науках, ну, прежде всего, там, в эволюционной биологии, которая бурно развивалась в конце XIX века, в начале XX. И, значит, Стэнли Холл решил как бы предложить некое такое логическое продолжение так называемого биогенетического закона Мюллера-Геккеля и его, так сказать, распространить на психологию. И фактически вот идея, да, биогенетического закона Мюллера-Геккеля, она состояла в том, что вот животные, так сказать, да, более высоких уровней развития, они проходят фактически, да, в таком сокращенном виде, да, основные стадии эволюционного развития на своих, так сказать, каких-то зародышевых, эмбриональных стадиях развития. И вот эти идеи, они были подвержены, так сказать, довольно серьезной критике, даже и в самой биологии. Но вот сама идея того, что есть определенное сходство, она, в общем-то, осталась. И в какой-то степени она используется учеными вот буквально вплоть до какого-то последнего времени. По крайней мере, так сказать, люди держат это в голове и как-то проверяют эти моменты. Так вот, значит, Стэнли Холл, он по аналогии с тем, что биогенетический закон гласит, что стадии эмбрионального развития являются повторением стадий филогенетического развития, да, то есть вот истории эволюции, да, живых, так сказать, животных видов, он предположил, что человеческий ребенок, да, начиная со своего рождения, он фактически в какой-то степени, да, в каком-то виде повторяет основные стадии исторического становления человеческого общества. То есть он продолжил вот эту вот идею биогенетического закона в, так сказать, историю онтогенеза, историю становления, да, так сказать, человека, историю развития человека, начиная с младенчества. И у него, значит, вот возникла такая идея, что существует определенный параллелизм между историческими стадиями развития общества и стадиями развития ребенка. То есть он уже вводит здесь идею стадий, идею возрастов и, так сказать, пытается, так сказать, нащупать какие-то такие закономерности, да, которые связаны с тем, как, вот почему и как, и за счет каких механизмов, значит, маленький человечек переходит с одной стадии развития на другую. И получилась у него примерно такая основная идея, да, что значит, младенчество, да, человека, оно в значительной степени воспроизводит такую вот животную фазу развития человека. Биологи относят человека к, значит, классу млекопитающих, и действительно вот человеческий младенец вскармливается молоком матери. И, значит, вот Стэнли Холл, он говорит о том, что, значит, на первых стадиях развития ребенка он действительно очень как бы близок, да, к вот этому животному такому состоянию. Он питается молоком, он постепенно овладевает вот такой уникальной для человека, да, способностью прямохождения к концу первого года жизни. И вот на первом году жизни действительно очень много таких биологических закономерностей реализуются, которые, в общем-то, вот как бы рассматривая этот процесс эволюционно, Стэнли Холл описывает вот так, что, значит, младенец рождается, постепенно он все более и более приближается к тем, так сказать, видам, да, биологическим, которые уже вот подводят, да, к человеку, которые уже близки к человеку и рассматриваются биологами как близкие к человеку. И генетика это, в общем-то, в значительной степени подтверждает, когда, так сказать, анализируется геном
так называемых человекообразных обезьян, да, и человека, там действительно очень малый процент различий на биологическом уровне. И вот, так сказать, первый, так сказать, период младенческий – это вот период вот такой, да, так сказать, период выхода из вот такого животного состояния и уже подход к такому состоянию человеческому. Детство примерно вот где-то с окончанием младенчества в год и до примерно там 5-7 лет, да, до начала того возраста, который мы называем младший школьный. Это детство по Холлу соответствует эпохе, когда главным занятием древнего человека были охота и рыболовство. И, в общем-то, вот один из его учеников, Стэнли Холла, да, он, в общем-то, этот период характеризует как период рытья и копания. И, кроме того, так сказать, здесь в накладку идет вот такой вот период охоты и захвата. То есть то, что переживает, то, как живет, как развивается, как проявляет себя маленький ребенок, очень, так сказать, похоже на то, как когда он, так сказать, вот в песочнице лепит разные куличики, да, так сказать, создает какие-то формы вот там из песка, там из глины, да, вот это чем-то напоминает собирательство в истории человечества, значит, когда речь идет о охотничьих, так сказать, действиях, да, то, в общем-то, вот здесь очень хорошая аналогия – это подвижные детские игры, всевозможные прятки, всевозможные, так сказать, вот эти вот там догонялки и так далее, да, то есть вот там и игры там в какие-то вот там, не знаю, в разбойников, военные действия и так далее, то есть это все отображает какие-то вот такие вот древнейшие стадии развития человечества, когда племенное сообщество действительно вот осуществляло жизнь свою, пользуясь, да, вот этим всем арсеналом, да, связанным с охотой, рыболовством, собирательством и так далее, и так далее. И вот Стэнли Холл считает, да, что период где-то с 8 до 12, то есть предподростковый возраст, мы его с вами обычно называем младший школьный возраст, он действительно как бы связан с тем, что человек входит, да, вот этот растущий человек входит как бы, да, исторически в такой период цивилизации. И действительно, когда ребенок поступает в школу, фактически он вступает, мы уже говорили об этом, да, в такие важные и значимые отношения с обществом, когда учитель начинает ему, так сказать, преподавать основы знаний, выработанных человечеством, да, и, соответственно, вот ребенок все более тесно, так сказать, входит в систему социальных отношений со своими одноклассниками, сверстниками, с миром взрослых, с их требованиями, с их ожиданиями, да, там, с какой-то программой обучения, которую он должен освоить и так далее, да, вот это вот действительно период, когда человек вот как бы входит в закономерности, да, развития, закономерности существования цивилизации. И по мнению Стэнли Холла, юношеский период, подростково-юношеский возраст – это, в общем-то, действительно период, когда мы наблюдаем некоторое вот такое, ну, как бы становление, да, человека уже вот связанного с, значит, какими-то такими историческими явлениями, да, вот выделяемыми в истории, связанными с отношениями какими-то там вот уже близкими, да, там к феодальной эпохе, к, значит, капиталистической эпохе, связанными с какими-то отношениями товарообмена, производства, какими-то вот отношениями там, соблюдения каких-то законов и так далее, да, и вот в чем-то здесь будут разные периоды, связанные и с особенностями
такого выковывания характера, да, и какие-то вот элементы, связанные с эпохой романтизма, да, они все могут быть выделены вот в этом подростково-юношеском возрасте, по мнению Стэнли Холла. И, в общем-то, действительно, он, кроме того, что предлагает вот эту свою теорию, сейчас мы будем говорить о ее критике, он еще и, в общем-то, стал таким родоначальником психологии подросткового и юношеского возраста, а именно в рамках вот этой своей идеи параллелизма, да, так сказать, исторического становления человеческого общества и взросления каждого конкретного человека, единичного, он становится таким вот родоначальником психологии подросткового и юношеского возраста, поскольку он говорит о том, что подростковый юношеский возраст такой непростой, такой насыщенный какой-то напряженностью, нередко конфликтами, внешними, так сказать, в окружении, да, так сказать, подростка и внутренними конфликтами внутри, так сказать, самого душевного мира подростка, именно потому, что в этом возрасте человеку нужно фактически уйти от, так сказать, прошедших исторических эпох и, наконец, войти в современность, да, то есть как бы сделать такой прыжок из давнего исторического прошлого или не очень давнего исторического прошлого, собственно, вот в современный момент исторического развития и, более того, найти свое место, да, собственно говоря, в подростково-юношеском возрасте человек и призван к этому, да, найти свое место в системе общественных отношений, да, как мы сейчас это говорим, и, так сказать, найти свое место вот в окружающей жизни и таким образом, в общем-то, действительно вот увидеть, да, так сказать, вот найти, да, во-первых, построить свое собственное представление о том, как, так сказать, да, развивается человек, как, так сказать, устроено общество, да, и вот встроиться в это общество, да, и вот этот вот скачок, этот прыжок из исторического прошлого в современность, он действительно дается человеку зачастую очень непросто, и вот это обусловливает такую напряженность, контрастность, трудность, да, прохождения подростково-юношеского возраста. Итак, значит, вот Стэнли Холл предложил вот такую идею. Идею того, что, значит, антогенез или, так сказать, индивидуальное становление человека в течение его возрастного развития, да, является кратким повторением исторических стадий развития человеческого общества. Эта концепция получила название теории рекапитуляции. Какие мы с вами можем здесь увидеть как бы интересные наблюдения? И Стэнли Холл их, собственно говоря, и вот прописал, да, их сформулировал. Он утверждал следующее, что когда мы видим детскую игру, то фактически мы видим, что ребенок как бы проигрывает, да, в своем вот этом фантазировании, в придумывании игр, в, так сказать, реализации этих игр, да, он как бы вот отыгрывает какие-то такие исторические, так сказать, формы, да, жития и бытия, так сказать, людей прошлых эпох. Ну, в частности, да, вот во всех этих, так сказать, играх в там, какие-то военные действия, в межплеменные какие-нибудь конфликты, в, значит, различные, так сказать, вот, формы взаимодействия и так далее, да, и, значит, вот это дает ребенку возможность лучше понять, так сказать, что вообще происходит вокруг него, да, вжиться в реальность, да, и в исторического прошлого, и отчасти исторического настоящего. Стэнли Холл привлек внимание психологов к детскому рисунку. Почему? Потому что в рамках его теории рекапитуляции он выдвинул идею того, что детский рисунок в своем развитии, а развитие детского рисунка, в общем-то, сейчас достаточно хорошо изучено, оно имеет свои закономерности. Вот это развитие детского рисунка, по мнению Стэнли Холла, повторяет исторические стадии развития изобразительного искусства в истории человечества. И здесь множество можно, так сказать, критических замечаний высказать, но, тем не менее, в общем-то, вот эти идеи Стэнли Холла, они привлекли огромное внимание психологов
к тому, вообще, как развивается детская игра, как развивается детский рисунок. С подачи Стэнли Холла, так сказать, начали коллекционировать детские рисунки, классифицировать их, так сказать, описывать их, пытаться понять закономерности развития детского рисунка, роль детского рисунка в развитии, так сказать, душевной жизни человека. И, в общем-то, вот это все, безусловно, является серьезными такими заслугами Стэнли Холла. Безусловно, так же, как и в самой биологии критиковали значит, вот эту вот идею биогенетического закона, также и, конечно, идею рекапитуляции Стэнли Холла тоже критиковали современные ему психологи, а это рубеж 19-20 века. И, в общем-то, вот было действительно принято, да, что вот никакого такого, так сказать, вот четкого повторения мы проследить не можем. Но, тем не менее, множество психологов все-таки как бы держат вот эту идею в голове, да, а нет ли каких-то перекличек, скажем, да, вот, допустим, интеллектуального развития человека и каких-то, допустим, стадий развития науки, так сказать, в истории становления науки. Да? Вот в частности, вот при том, что Жан Пиаже, такой очень известный швейцарский психолог, один из величайших психологов XX века, он, безусловно, не принимал теорию рекапитуляции Стэнли Холла, но, тем не менее, у него были такие идеи, что в интеллектуальном развитии человека есть определенные параллели с развитием вообще теоретических представлений в различных науках, в частности, в математике, логике и там, отчасти в там, философии, прежде всего в математике и логике. То есть вот сами, так сказать, вот идеи Стэнли Холла, безусловно, были, так сказать, очень жестко раскритикованы. Сторонников теории рекапитуляции вот в ее, так сказать, таком первозданном виде, в общем-то, сейчас мы не видим, но, тем не менее, какие-то вот как бы идеи, да, связанные с развитием культуры и детской игры, да, так сказать, они вот периодически у нас с вами проскальзывают, да, то есть вот это просто вот как бы то знание, которое ну, продолжает, да, в каких-то своих отголосках жить. И, в общем-то, вот идеи Стэнли Холла, да, и, кроме того, его огромная совершенно вот такая активность в плане организации психологической науки, она дала свои, так сказать, плоды, в частности, в том, что возникает то, что называется американский нормативный подход в психологии. С подачи, да, так сказать, Стэнли Холла, да, вот его множество, да, так сказать, его учеников, они начали развивать вот эту возрастную психологию как эмпирическую науку. В науку они начали вводить различные такие средства, да, объективной регистрации эмпирических наблюдений. И, в частности, вот в этом очень большая заслуга одного из ближайших учеников Стэнли Холла, Арнольда Гизела. Арнольд Гизел был таким как бы основателем лаборатории изучения детского развития при Ельском университете. Сейчас это, в общем-то, огромная, совершенно мощная организация, Институт развития человека при Ельском университете. И этот Институт развития человека носит имя Арнольда Гизела. И вот в этой своей лаборатории Арнольд Гизел начал вводить средства объективной регистрации детского развития. В лаборатории проводились серии наблюдений, причем того, что называется лонгитюдное наблюдение вот в, так сказать, процессе изучения развития. В общем-то, действительно очень важны те методы, которые позволяют зафиксировать, так сказать, изменения. Вот, причем желательно у одних и тех же людей, да, и вот как раз Арнольд Гизел одним из первых начал проводить такие систематические лонгитюдные наблюдения, то есть, значит, он вот как бы призвал прежде всего сотрудников университета и, так сказать, множество добровольцев, а был очень большой энтузиазм в плане помощи, да, развития возрастной психологии.
значит, вот приводить своих совсем маленьких детишек, младенчиков, да, так сказать, в лабораторию для того, чтобы наблюдать за тем, какими, так сказать, шагами и вехами идет их развитие, этих, так сказать, маленьких детей. И вот такие, так сказать, вот лонгитюдные исследования, они систематически проводились в этой лаборатории, причем в этих наблюдениях были задействованы различные методы фотографической фиксации, кинематографической фиксации. То есть фиксировались как бы позы, как бы на кинопленку фиксировались действия, умения, значит, детей разных возрастов. Фиксировалось то, как они говорят, что они говорят, какой у них лексикон. И вот в историю, так сказать, культуры вообще, да, в частности психотерапевтической культуры, вошло такое название, как «зеркало Гизела». Это как раз вот то приспособление, которое Гизел ввел в практику наблюдений психологических в своей лаборатории. Это такое полупрозрачное зеркало, которое позволяет наблюдать как бы через некоторое окошко, которое застеклено этим зеркалом Гизела с внешнего помещения по отношению к лаборатории, за тем, что, собственно говоря, происходит, что делает вот в данном случае ребенок, который решает какие-то задачи, которые ему предложили экспериментаторы, да, и, так сказать, вот надо зафиксировать то, какие способности, какие возможности у этого конкретного ребенка, этого возраста, что он делает, как он делает и так далее. Да. То есть зеркало Гизела было предложено, так сказать, для использования Арнольдом Гизелом именно для того, чтобы обеспечить объективность регистрации, чтобы тот, так сказать, испытуемый, да, за которым велись вот эти объективные наблюдения, чтобы он не знал о том, что его, допустим, фотографируют из-за этого зеркала Гизела или что его там снимают на кинопленку. И это позволило на самом деле, конечно, очень серьезно обогатить психологический материал, который был использован для того, чтобы подтвердить, да, так сказать, факты развития, для того, чтобы увидеть, что есть некоторые нормативы развития, это средневозрастные нормативы развития, да, и разные, так сказать, дети и, так сказать, подрастающие взрослые, да, они могут как бы в какой-то степени отклоняться от этого норматива развития. И таким образом, на самом деле, вот наблюдения в лаборатории Гизела, они оказали огромное влияние на то, чтобы начали строиться какие-то нормы, какие-то нормативные шкалы развития человека в различных областях. Прежде всего, как бы, поскольку Гизел наблюдал, так сказать, при помощи кинофоторегистрации, при помощи различных карт наблюдения, да, за развитием моторным, да, за развитием речевым, прежде всего, так сказать, это были вот такие наблюдения, такие нормативы, которые касались вот этих сторон развития. И, значит, начали действительно вслед за вот этими работами Арнольда Гизела начали появляться вот такие нормативные шкалы развития, которые оказывают довольно серьезную помощь специалистам в понимании того, вот как развивается данный конкретный ребенок или данный конкретный там подросток по норме, или, так сказать, он отклоняется от нормы. В некоторых случаях это оказывается довольно важно, довольно значимо. И вот если говорить о результатах работы лаборатории Гизела, то можно сказать о том, что как бы урожай, да, который он предложил вот в качестве результатов своей работы, он выразился, в частности, в таком классическом, до сих пор, наверное, в такой конкретизации, непревзойденном атласе человеческого развития, который содержит в себе 3200 фотографий, которые, так сказать, вот четко совершенно фиксируют, так сказать, вехи развития человека от нескольких месяцев, да, от 2-3 месяцев до примерно 18 лет.
с точки зрения моторного развития. Отчасти там затрагиваются и проблемы речевого развития, то есть, так сказать, как, так сказать, человек может, так сказать, говорить, да, какие особенности речевого развития. Но прежде всего это, конечно, моторное развитие и развитие человека в плане возможности выполнения им определенных задач, которые имеют моторный компонент, да, там построить какую-нибудь пирамидку, да, решить какую-нибудь задачку на наглядно-действенное мышление и так далее, и так далее. Нормативные шкалы развития – это действительно то, что было таким прямым следствием введения объективной фиксации процессов развития, которые действительно проводились очень интенсивно в лаборатории Арнольда Гизела. И вслед за этим, в общем-то, начинают развиваться эти различные варианты нормативного подхода. Прямое следствие наблюдения Гизела – это, конечно, шкалы моторного развития, которые очень важны, которые дают возможность понять и почувствовать, есть ли у данного конкретного ребенка какие-то отклонения в развитии, допустим, в психомоторном развитии. И, так сказать, то, что это можно сделать очень рано, действительно является очень хорошим подспорьем для специалистов, для того, чтобы они могли лучше понимать, а как можно помочь, а что с данным конкретным ребенком и как можно помочь ему в его, так сказать, каких-то, может быть, проблем, в каких-то задержках развития. Да, это очень важный такой момент. И еще один, так сказать, важный толчок, который там был, да, и который на самом деле в значительной степени как-то и независимо от Арнольда Гизела возник, да, это такой нормативный подход к интеллектуальному развитию. И мы как раз будем говорить об этом на следующем занятии, потому что тоже, мне кажется, очень важно понимать нам с вами, да, то, что нам могут дать эти нормативные разработки в плане лучшего понимания нами развития человека с точки зрения, так сказать, какой-то средневозрастной нормы, да, или отклонения от средневозрастной нормы развития. Итак, мы с вами сейчас начали обсуждать различные подходы, да, разработки и концепции в области психологии развития и возможности их применения для улучшения, да, нашего, так сказать, понимания человека, находящегося на разных возрастных стадиях развития. И, соответственно, таким образом, так сказать, можно лучше ориентироваться в том, как лучше общаться с этим человеком, как лучше его обучать, как лучше его воспитывать и так далее. Значит, эти темы мы продолжим на следующих занятиях. А теперь вопрос.